Полноразмерная галактика Млечный Путь с Солнечной системой и планетой Земля. С возможностью высаживаться на планеты, летать на кораблях, стрелять с автоматов с рук, с битвами за выживание человечества против ксеносов. И много чего еще. Это Elite Dangerous, с вами Кисель, и это ее обзор. Игра стартовала в 2014 году, 14 декабря, и в этом году старушке уже 10 лет. Но за эти 10 лет было введено много обновлений как платных Одиссея, так и бесплатных, что сильно изменило игру как визуально, так и в плане геймплея. Да и с момента выхода Одиссея в 2021 году прошло много времени, вышло около 20 обновлений. Не буду рассказывать, как там было, а расскажу, как есть сейчас. На протяжении с момента начала игры и самой игровой вселенной, которой 40 лет, прошло многое, но в данный момент 3310 год. Человечество бьется против таргоидов за то, чтобы выжить, и это важный момент, не просто так сказал по поводу 3310 года, ибо в игре сюжет двигается все время, даже есть аналог телевизора в виде Галнета, где очень много чего происходит, все нововведения и ивенты вписаны в сюжет и показываются в этом Галнете. Вы та самая малая часть общества в этой игровой вселенной, которая имеет лицензию пилота. Правда, вы вначале имеете посредственный корабль. Считайте, только сдали экзамен на вождение. Кораблей тут порядочно, разных назначений и размеров. А знаете, где еще много кораблей? Тут могла быть ваша реклама, а вы, небось, уже испугались. Так вот, по поводу кораблей. Есть маленькие, средние, большие и супер маленькие. Это истребители, которые вы можете выпускать из своих кораблей и отдавать их под управление NPC. Ну или самому сесть за штурвал. А NPC отдать управление вашим основным кораблем. И, конечно же, флотоносцы. Аналог авианосцев в современном мире таскает вас и вашу компанию на большие расстояния. Корабли можно разделить помимо размерности на типы. Универсальные, боевые, грузовые, исследовательские и пассажирские. Итог. 46 кораблей, плюс еще один выйдет очень скоро, и 2 еще в планах на 2024 год. А ну еще есть 2 тачки, которые тут называются ТРП или СРВ. Скоробей и Скорпион. И тут, когда вы покупаете корабль, вы получаете не просто, скажем, готовый самолет с вооружением, всеми модулями и так далее, а именно базу, на которой вы строите себе корабль то, как вы его видите. То есть, вы просто можете взять боевой корабль Фердиланс и сделать из него майнера, исследователя или торговца. Да, он будет не так хорош, как более профильные корабли, но вы можете это сделать. И тут начинается веселье. Собрать корабль не очень-то и просто. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это то, что вы не можете найти модуль или пушку, которую хотите купить. И тут либо лететь в 2 торговых хаба, спойлер, один из них не сразу доступен, либо пользоваться сторонним сайтом Inara для поисков. И вот, вы собрали корабль, и выясняется, что можно сделать его лучше, используя инженеров, которые улучшают все, абсолютно все. И тут начинается кошмар. Во-первых, их надо открывать, а их прям много, и это дело не быстрое. Плюс улучшают они не за деньги, которые мы можем получить внутриигровым способом, и даже не за донат, а за материалы, которые вы собираете. И это прям пугает, и даже донат тут не поможет. Но мне поможет, и ссылочка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Самих инженеров тьма, и есть проблема, их нужно открывать по очереди, как ветка навыков в какой-нибудь там игре. Чтобы перейти с одного на другого, нужно прокачать отношения с ним. А вот улучшения ставятся не за деньги, а за материалы, которые нужно собирать. И это прям ужас, поверьте. Душная духота душной духоты. И самих материалов еще 3 различных типа. Сырьевые, промышленные и данные. И инженеры не только в обитаемом, так сказать, пузыре живут, еще и в колонии. А это 22 тысячи световых лет лететь, но можно в принципе и без них. А еще они требуют всяческие подарочки и условия, чтобы они у вас открылись. Кому-то 50 тонн золота, а кому-то 50 тонн лавианского бренди. Корабль с инженерами гораздо, прям гораздо лучше обычного. Даже те же самые прыжки дальше. Ах да, по поводу прыжков. Что у нас там с навигацией? Навигация в этой игре сделана выше всяких похвал по сравнению с ее конкурентами. Вот вам карта всей галактики, пожалуйста. Красотища, различные вкладки, гигантское количество, можно посмотреть почти любую информацию. Дальше выбираете систему, и вот вам карта системы, где тоже много всего рассказано, где какие станции, где что есть, и какие планеты, какие там силы притяжения, атмосферы и так далее. Но если система не исследована, то вам нужно будет ее просканировать самому с помощью сканера системы, и после, уже летая по планетам, сканировать их с помощью сканера поверхности из космоса. С посадкой на планету будет чуть попозже.
И перемещение внутри системы — это отдельный вид искусства. Это не как в Star Citizen от точки А до точки Б, а просто тупо свободное управление кораблем на сверхсветовых скоростях в любую сторону, куда ты хочешь. И недавно был добавлен улучшенный двигатель FSD, который позволяет вам делать вот так, резко ускоряясь. Ну, красота же. И плюс, когда вы прилетаете к планете и уже готовы садиться, интерфейс, конечно же, меняется, даже есть широта и долгота. Но нету чертового маркера. Нельзя указать конкретную точку на планете, даже с помощью карты самой планеты, и проложить путь туда, куда вы хотите. Только если это не станция, поселение, навигационный маяк или же сигнал. И раз уж мы немножко затронули исследования, говоря по поводу навигации, давайте исследованием и продолжим. Все возможные виды звезд, черные дыры, нейтронные звезды, различные туманности и аномалии, все это тут есть, и это можно сканировать, любоваться, летать и прочее. Также есть заброшенные руины древней расы стражей и их конструкции, и базы в космосе, где вы сможете получить технологии для создания гибридных кораблей, вооружения и модулей. И, конечно же, нововведение, пришедшее в эту игру с обновлением Одиссеи, экзобиология. До этого можно было сканировать и находить различные геологические приколы наподобие гейзеров, которые могли вас подкинуть. Так теперь еще и биология разных видов. Конечно, не стоит забывать по поводу СРВ, который ТРП. Они вам во всем этом помогут. Просто тачка. Боевая Скорпион и исследовательская Скоробей. При этом боевой стреляет нормально только в упор, а разброс просто дикий, но зато очень живучий. И разработчики на будущее заблокировали доступ в целые сектора или конкретные системы. К примеру, как Полярная звезда. К исследованиям можно также отнести миссии по перевозке пассажиров, скажем, показать им какие-то достопримечательности или увезти за 20 тысяч световых лет, провести втихую бандитов, пиратов или же вывести весь персонал станции и спасти их от смерти. Суть вы поняли, даже в перевозке пассажиров направлений много. Времена нынче непонятные, это видео будет выходить на разных платформах, как и последующие. Ссылки на платформы будут в описании, плюс ссылочка на мой телеграм-канал и дискорд-канал также там будут находиться. А мы возвращаемся к теме видео. Боевая система кораблей. Все просто. Есть ты, есть враг. У врага есть щиты, есть корпус, как и у тебя. И тут начинается мозговой штурм. Ибо тут столько всего накручено, что просто капец. Щит можно восстановить с помощью щитонакопителя, либо увеличить подачу энергии в распределителе питания в систему, чтобы запитать щиты более активно. Корпус можно починить дронами, что гораздо проще, либо на станции. И как я говорил раньше про инженеров, можно прокачать себе щиты на определенный тип резиста, так же как и корпус. А можно просто тупо его сделать больше. Плюс поставить во внешние модули усилители щита и улучшить их. Либо вообще разбрасывать от дипольных отражателей, электронное противодействие, или поставить себе бронеплиты и улучшить еще их. А можно еще облегчить корабль, чтобы он был более маневренным. И в плане маневренности, ох, мои дорогие, тут прям мега сложно. Есть Fly Assist, который помогает вам летать и гасит инерцию корабля, но его можно выключить и разворачиваться на месте, давать боком подфонг и так далее. И это мы еще с вами не говорили про внутренние модули, которые у вас есть на корабле, потому что у корабля не только есть щит и корпус, но еще и целостность внутренних модулей, которые вы ему установили. Вы можете противнику просто выбить двигатели или, скажем, систему жизнеобеспечения, силовую и прочее. Ко всему этому вы имеете некий аналог маны в этой игре, и за нее отвечает распределитель питания, которым вы управляете, направляя его энергию в системы, щиты и прочие расходники лучше работают, если вкратце, двигатели, больше маневренности и чаще делаете буст. Или вооружение, что позволяет вам дольше стрелять и меньше греться. И сам буст — это не размазанная нитро, как в какой-нибудь гоночке, а жесткий, резкий удар. И это мы еще не дошли до вооружения, которого тут очень много. Есть, скажем, 3 типа пушек. Турели поворачиваются сами, стреляют сами и крутятся как чокнутые. Гимбалы подвижные, целятся сами, но не крутятся под такими углами, как турели, а, грубо говоря, просто перед вами. И фиксированное вооружение, которое просто жестко зафиксировано, и вы сами должны целиться. И тут чем сложнее использовать оружие, тем больше вкусняшек. К примеру, урона на фиксах будет больше, но будет сложнее попадать. А пушек здесь очень много, и есть еще такие, которые открываются у техноброкеров стражей или техноброкеров человеческих технологий.
либо вообще фракционное вооружение. К примеру, есть многоствольное орудие, оно будет первого, второго, третьего или четвертого размеров. Вы в улучшение ставите увеличенный урон, в экспериментальный эффект – зажигательные боеприпасы. Кинетический урон вашего вооружения стал термическим, и щиты противника просто тают. Но если вы взяли не фиксы, а гимбалы, которые сами донаводятся, ну либо турели, а у вашего противника есть дипольные отражатели, то наводка ваших орудий будет сбита, и вы будете очень плохо попадать. Вы все еще тут? Для примера возьмем ту же самую многостволку. У нее 8 разных улучшений и 11 экспериментальных эффектов. А это только один тип вооружения, мои дорогие. А их тут даже не 10 и не 20. К примеру, есть даже мины и торпеды. Это я еще не стал рассказывать вам про фракционные модули и оружие. Там этого добра еще больше, она лучше, нежели обычная. И в плане боевки. Вы будете биться не только против людей, но и против стражей и, конечно же, торгоидов, где механика боя совсем другая. Если вкратце, у торгоидов корабли иммунны к человеческому вооружению и со временем регенерируют. И не получится просто тупо стрелять в противника. Нужно будет сбивать им ХП, потом сердце, потом щит, а потом все заново. Но у торгоида еще есть рой и много неприятных вещей. И у торгоидов много типов кораблей, как космических, так и наземных. Ваш корабль сжирает коррозия, даже если вы и с целыми щитами. Сквозь них корпус просто сжирается. И торгоиды есть разные, от маленьких размером, средний корабль, до многокилометровых торгоидских титанов. Ну и конечно же, есть места, где одна фракция бьется с другой, и туда могут прилететь крейсеры, точнее линейные крейсеры, и устроить драку огромных кораблей, стреляя с борта в борт. И вам придется не только отбиваться от кораблей противника, но и сшибать орудия этим линейным крейсерам. И я все это еще рассказываю очень скомканно, чтобы обзор этой игры не растянулся на час. А вот что про фракции. Перед вами сейчас пузырь. Разные цвета — это разные галактические державы, которые бьются за системы и контроль территории. Это называется БГС. Вы можете присягнуть одной из таких держав и биться на ее стороне. И скоро в этой игре будет абсолютно новая система БГС 2.0, где будет переделано вообще все. И под этими галактическими державами есть фракции, которые присягнули им и ведут бойню в системах за репутацию и влияние. И вы можете на все это влиять путем торговли, бойни, саботажа или даже целей сообщества. Больших ивентов, которые проходят с определенной периодичностью, и они влияют на сюжет внутри игры. И до недавнего времени можно было сделать эскадрилью, аналог гильдии, и быть приписанным к фракции NPC и тащить ее в галактике, как, к примеру, моя эскадра. Это еще не все, активностей здесь много. Есть также торговля товарами, при этом каждая конкретная система и станция имеет определенный тип экономики. Из-за этого она потребляет и производит разные ресурсы. И на карте галактики это все показано. Какая же просто прелесть. Но чтобы было проще, лучше заниматься торговлей через сторонние сайты, та же самая Инара. Майнинг. Вы своими проходочными лазерами вгрызаетесь в камни, которые болтаются в кольцах вокруг массивных планет, и отламываете от них куски. После чего дроны-сборщики тащат это на корабль, запихивают это поглубже в очиститель, и там это все перерабатывается в руду, которую вы храните в своих грузовых отсеках и везете на дальнейшую реализацию. Но не просто лазерами можно копать. Можно сбивать большие куски и разрабатывать глубинные залежи. Или просто взорвать глыбу размером в несколько километров с помощью глубинных зарядов. И потом реализовывать данный товар, просто продавая его или делая те же самые миссии по добыче. Но механика с дронами очень противная. В боевом плане миссии, конечно, тоже есть, и там бывает очень жарко, особенно если это миссия крыла. Но такими миссиями вы можете делиться с вашими друзьями, и делать это все не в одиночку, а вместе с ними. Просто в одиночку без инженеров там будет, очень сложно. Да и вообще, миссии есть разные по уровню сложности, и привязаны они к рангам пилота. Чем выше звание, тем сложнее, но тем и больше награда. Максимальный ранг был просто элитный ранг в той или иной сфере. А они сейчас такие: ранг CQC, торговый, боевой, ранг наемника, ранг экзобиолога. А теперь их всех подняли до уровня элита 5. И еще, раз уж мы начали говорить по поводу ранга пилота, можно и поговорить по поводу рангов сверхдержавы, империи и федерации. Во время того, как вы идете по карьерной лестнице в том или ином государстве, вам будет даваться доступ не только к топовым кораблям, но и к некоторым системам, куда просто так не пролететь. И этих рангов, что и у империи, что у федерации, по 14 штук. А прокачиваются они, поверьте, долго. Нужно выполнять миссии, потом выполнять цепочку квеста на повышение ранга в
Флоте Империи, либо флоте Федерации. Сложно и долго. И тут на этом все не заканчивается, потому что мы еще можем бегать и стрелять на ногах. У нас есть пока что только 4 типа скафандров: летный, универсальный, экзобиолог и боевой. Но вооружение, благо, больше. Есть как основное, так и вспомогательное вооружение, есть даже ракетница и плазменный, дробовик. А здесь начинается неприятное. Все это прокачивается с каждым уровнем, становится мощнее и лучше. И плюс ко всему этому, тут еще можно ставить улучшения от инженеров, по примеру, кораблей. А я вам говорил, что это духота, что в плане инженеров, что в плане материалов. Тут все то же самое, но даже хуже. Модификации на броню, если я верно помню, 16. Даже есть ночное видение, а на пушку Karma AR-50, к примеру, 12 улучшений. И это не считая бафа, характеристик при прокачке пушек и костюмов с 1 уровня по 5. Улучшения от инженеров в отдельные ячейки ставятся, если что. И есть также расходники в виде аптечек, батарей, гранат, взломщиков и прочего. Как и с корабельными миссиями. Миссии на ногах тоже имеются, их довольно много. Даже есть миссии по типу стелса. Но я бы вам не рекомендовал. Это отдельный сорт прекрасного. Там очень неудобно все сделано. А так, да, защита точки, восстановление поселения, уничтожение пиратов, выкрасть данные, выкрасть товары, образцы, и так далее. Вы можете пойти на различные типы миссий, поехав на своем корабле или на такси. Ну, или, скажем, полететь на десантном корабле и биться на наземке против ботов или игроков, используя корабли и наземную технику. И такие бои не очень чтобы быстрые, минут 10-15 могут продолжаться. Плюс, конечно же, там будет захват точек и уничтожение противника. А механика со снятием щитов энергетическим вооружением, а основное здоровье кинетическим, страшно раздражает. Это очень неудобно и, как по мне, тупизм. Ну, как на корабле. Только почему-то и на скафандрах. И во время этого над вами будет еще идти бой на кораблях, в котором вы можете участвовать вместо боевки на земле. По поводу планетарных поселений стоит дополнить. Их великое множество. Промышленные, перерабатывающие, сельскохозяйственные, военные, туристические и так далее. И их не только много по типам и разным размерам, но и по количеству. То, что вы сейчас видите, это только в одной системе, которых в обитаемом пузыре 20 тысяч систем. И всего звезд в игре 400 миллиардов. Это может быть очень опасным местом, если вас зажали в угол и вам придется отбиваться. Или вам конец. Либо вы будете безнаказанно всех стрелять. Напоминая про чудесный шокер. Так что рекомендую вначале выключить сигнализацию с помощью взломщика или найти NPC, у которого есть высокий уровень допуска, чтобы его скопировать себе. Поселение все облутать и вырубить питание в реакторе и забрать регулятор мощности. Непрокачанным в соло идти опасно, я вас предупредил, да и вообще сама наземная боевка в этой игре выглядит как-то не особо. ПВП тут очень и очень скиллозависимое. Вам нужно не просто собрать корабль и все заинженерить, да еще и летать как чокнутый на Фаофе, и без остановки контролировать ваш распределитель энергии, ибо его потребление будет сумасшедшее. Битвы могут быть как 1 на 1, так и крыльями по несколько игроков или даже несколько крыльев. Крыло — это, если что, аналог группы. Да и не все корабли для этого дела подходят, будем честны. А если все это еще будет не в космосе или не на планете, а в кольцах с камнями, то это просто высший пилотаж. Но и тут есть ложка дегтя под названием премиум боеприпасы. Нет, они не за донат, а за материалы, которые вы фармите, и бустит очень сильно урон. Ну и, конечно же, механика с перехватом игрока в гиперкруизе имеется. Цель спокойно летит в космосе на сверхсветовой скорости, а вы ее вышибаете и потом бьете. Не забываем то, что эта игра у нас онлайн. И думаю, и так понятно, что ганка тут может быть порядочно много. Особенно в местах скопления игроков, а это бывает часто, те же самые ивенты. Да блин, к вам может со спины просто подойти человек и вырубить вас шокером, или пока вы заняты своими делами на корабле. Майнинг, торговля, какой-то ПВЕ боевой контент. Человек просто прилетит на ганк корабле, пустит в вас торпеды, и какие бы у вас не были мощные щиты, снесет их вам за 1 секунду, а дальше добьет.
И на этом мы не заканчиваем. Разработчики в этой игре спрятали много чего, много историй, о которых вы даже не знаете. Туда вас просто так не поведут, и их десятки, если не сотни. К примеру, проект Серов, где над людьми ставили страшные опыты, или корабли поколений, которые были отправлены в далеком прошлом покорять звезды. Нашли не все, но то, что там случилось с экипажем, великолепно пойдет на съемку отдельного хоррор-фильма. И, конечно же, легендарная Раксла, которую игроки ищут, уже очень давно и не могут найти. Может быть, именно ты ее найдешь, пилот? Да, у вас там целая книга, почти в меню с кодексом, с пояснением про фракции, корпорации, историю и войны, торгоидов и стражей. Торгоиды — это вообще какие-то инопланетяне из гиперпространства, а стражи — древняя раса, которая их победила, но их самих уничтожил их же искусственный интеллект, но при этом их руины активны. Как насчет загадок? Разработчики просто их обожают. И их звуковики тоже. Зашифрованные журналы с помощью азбуки Морзе, шифра Цезарей, бог знает чего еще. При этом, если вы это разгадаете, вы получите какую-нибудь плюшечку, либо поедете в какое-то место, где будут другие журналы, и вы узнаете новую историю, которая в кодексе не находится. Вы когда-нибудь слышали про спектрограмму звука? Я тоже нет, пока не поиграл в эту игру. Из звука превращается в картинку, и там тоже есть подсказки чего-либо вплоть до карты системы. И эту систему еще нужно найти. Для этого есть вообще отдельная комьюнити игроков. И поверьте, они те еще задроты. Или вот жуткий пример звука из, кажется, трейлера обновления. И вот что будет, если это замедлить, а издавали эти звуки торгоиды. Ну и так далее. Разработчики приколисты в этом плане, и их звуковики прям знают, что делают. Интерфейс приятен. Очень много различной информации и настроек корабля прямо во время полета. К примеру, у вас стоят модули, и силовая не вытягивает при выпущенном оружии. Так просто выставите так, чтобы когда у вас открываются орудийные гнезда, вырубался FSD-двигатель или что-то еще. Информация о корабле, фракциях, репутациях, вашем хранилище, материалы и прочее. И цветовое решение синего и оранжевого не напрягает глаза и не приедается на протяжении многих сотен часов. Но есть огрехи, конечно. То, что как минимум за ручку вас вести никто не будет, и обучение, ну, такое себе. По поводу оптимизации, когда все играли в предыдущую версию игры на старой графике, системные требования были прям, ну, не особо серьезные. Вот они перед вами. С выходом Odyssey стало выглядеть это таким образом. И вам скажу честно, даже на моей 3080 в 2К бывают просадки во время жестких баталий. И это может быть связано как с нагрузкой на сервера, так и с неоптимизацией. В разных моментах сценарии будут разные. Недогруз железа, либо перегруз, когда ну очень много кораблей рядом с вами. Или проблемный туман в некоторых местах. И как бы тут только у нас FSR первой версии, когда сейчас уже есть третья с генератором кадров. Про DLSS я вообще молчу. Хотя на других играх у Frontier Developments на том же игровом движке все это имеется. Но не все так гладко. Главная проблема игры — это ее разработчики Frontier Developments. В этой игре можно вводить все, что угодно. Есть даже слухи, что готовится в честь десятилетия игры постройка игроками личных наземных баз, но это могут быть просто слухи. Подтверждения официального никакого нету. Эта игра для новичка, даже с учетом того контента, который есть сейчас, на год, а то и 2 с головой затянет его, а за это время разработчики что-то новое доведут. И если вы любитель пострелушек на кораблях, космоса и прочего, то я вам категорически рекомендую ее. А про конкурентов данной игры в виде No Man's Sky и Star Citizen, который еще не вышел, мы поговорим с вами в ближайшее время. Если видео уже вышли, ищите их в описании под этим видосом или закрепленном комментарии. У этой игры есть разные игровые режимы. Соло-режим. Игра превращается в синглплеерную игру. Частная группа. Вы с своими друзьями создаете частную группу, хоть 10 тысяч человек, и играете. И открытый режим. Режим Open Online версии игры. И многих игроков, особенно ганкеров, бесит соло-режим и режим частной группы. И вот, допустим, вы за одну галактическую державу, другой человек за другую. Вы в соло, а он в открытой игре. И вклад одного и другого считается не то что равнозначно, а влияет на все типы игры.
Соло-игра в частной группе и игра в открытой игре. Здорово, правда? Так, это еще не все. Разработчики позволяют делать эскадрильи аналог гильдии, и вас могут приписать к какой-нибудь фракции NPC, которую вы будете развивать и в кавычках захватывать системы, получая влияние, репутацию станции под контроль фракции и так далее. Так вот, это работает равнозначно также в 3 режимах игры. Вам могут подгадить в соло-игре, когда вы своей эскадрой тащите все в открытой игре. Цирк, да и только. И, кстати, приписку эскадрильи к фракции NPC убрали вроде как год, а то и больше назад. Почему не сказали? Вдруг что-то хотят поменять или ввести новое. И 4-й режим игры — арена CQC, на которую все забили. Если кратко, сессионные бои на не очень большой карте на мелких кораблях, наподобие Star Conflict. Там вообще никого почти нету. Но режим, кстати, прикольный, если собрать компанию в моем Discord-канале или моем Telegram-канале, ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Если так соберетесь и посидите с друзьями в голосе, то более-менее весело. Но корабли там не сразу у вас прокачанные, а со временем. Поэтому игрок с высоким рангом, естественно, будет побеждать игрока низкого ранга. Но есть большое но. На старте игры давным-давно разработчики много чего наобещали, включая интерьеры кораблей, как в Star Citizen. А я напомню, что они стартовали плюс-минус в одно время. Конечно, Star Citizen еще в альфе, а Элита в релизе с того времени, но все же. Возможность выйти из корабля в космосе, разрушаемость, полеты в облаках газовых гигантов и много чего еще. На это разрабы либо забили, либо убрали в долгий ящик. Дополнение Одиссей должно было выйти на консоли, но не вышло, при этом и старого, и нового поколения тоже. В итоге, игру меньше покупают, чем могли, а на разработку игр требуются деньги, и немалые. Вот зато No Man's Sky не стартовала очень хорошо. И посмотрите, что с ней сейчас. А все из-за высоких продаж. Она есть на консоли нового поколения, предыдущего поколения, на ПК, на Mac и даже на Nintendo Switch. И Star Citizen, который в вечной альфе, но собрал уже гигантское количество денег на разработку. Так что, как-то так. И хоть это обзор игры, но все же он был бы неполным, если бы я это не сказал. Куча всего стороннего есть на эту игру. Сайты, программы, плагины и так далее. Разработчики не хотят упрощать игрокам игру. За ручку вас никто водить не будет. Ни по сюжету, так как таковой кампании нет, ибо сюжет вечно двигается в Галнете и целях сообщества, которые тут ивенты, плюс гигантское количество историй разбросаны по навигационным маякам и различным журналам в различных местах. К примеру, вот сайт, который позволяет вам строить маршруты по нейтронным звездам, чтобы сократить, так сказать, время в пути. Или же как разбогатеть быстро на экзобиологии. Вот другой сайт с торговыми маршрутами, поиском снаряжения, поиска любой системы по нужным вам параметрам. Сайты, позволяющие вам строить корабли и смотреть, как оно будет по параметрам в готовом виде, причем даже не один. И это просто верхушка айсберга, мои дорогие. Так что готовьтесь. Но без этого играть реально и можно. Просто вы будете не такой прокачанный, как остальные. Единственное, что может помочь, это местный кодекс. Но это не все проблемы. Хотя это не проблема, а даже бонус для разработчиков. Появился донат. И много, но не сразу. В начале самой игры его не было, а потом начали появляться окраски на корабли, окраски выстрелов ваших пушек и смена цвета двигателей. Также внутреннее оформление кабины в виде фигурок и гирлянд. А теперь, относительно недавно, были введены стартовые пакеты кораблей для разных задач. Исследования, боевка и прочее. И ко всему этому неприятный момент. Новые корабли, которые появляются в этом году, доступны первое время только за донатную валюту, а потом уже для всех остальных за внутриигровую. Если что, донатную валюту можно нафармить самому, но ограничение в 400 единиц в неделю, как бы, ну такое себе. Но фармить ее несложно. Донат, с одной стороны, дает надежду, что деньги с этого пойдут на улучшение проекта, а с другой расстраивает. Онлайн у этой игры начал проседать очень сильно с момента выхода неоптимизированного обновления Одиссея. Также и падение акций Frontier Developments ничего хорошего не добавляет. Они сейчас потихоньку вылезают из этой ямы, занимаясь другими своими проектами помимо Elite Dangerous, а их много. И есть надежда, что все будет хорошо, так как в этом году вселенной Elite 40 лет, а игре Elite Dangerous 10 лет.
И разработчики стали развивать донат, который поможет этому проекту подняться и выдержать конкуренцию с другими играми этого жанра. Но при условии, что эти деньги будут потрачены именно в проект. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.